Так, мне сюда или сюда? Да ё, тетя мать честная, куда идти-то? Oh yeah. Когда я только-только начал изучать игротеку Sega Master System, опыт первого заплыва в мир первой же Phantasy Star стал для меня крайне приятной неожиданностью. Настолько приятный, что игра побудила меня все-таки ознакомиться с классической квадрологией, которая в свое время прошла мимо меня полностью. Не скажу, что все игры серии мне понравились одинаково, однако первая часть навсегда останется в моем сердце как тот ключик, который открыл мне большое приключение сквозь тысячи лет. Здравствуйте, ребята-котята, и добро пожаловать в звездную систему Алиго. Но для начала капельку Википедии, чтобы понять, с чем мы вообще имеем дело. Phantasy Star – детище компании Sega, появившееся на свет в результате экстренной контрмеры платформы-держателя на недавно вышедшие для Famicom ролевые проекты вроде Dragon Quest и Final Fantasy, только-только отгремевшие в родной Японии и готовые отправиться покорять западный рынок. Испытывая на тот момент острую нехватку сторонних разработчиков, готовых отказаться от благ Nintendo, к тому времени практически монополизировавшей рынок домашних игровых систем, компания собирает из свободных сотрудников команду, которую по прошествии нескольких десятилетий иначе как звездной не назовешь. Юджи Нака занимался программированием будущей игры, Наота Осима рисовал графику и придумывал внешний вид персонажам, Риеко Кодама и Котара Хаясида были геймдизайнерами, а Токухико Увабо писал музыку. Благодаря ударным темпам разработки игра была готова уже к концу 1987 года, а через несколько месяцев она добралась до США и Европы, таким образом опередив на заморских рынках и Dragon Quest, и Final Fantasy. Начинается игра довольно интересно по меркам ранних представителей жанра. Став свидетельницей избиения родного брата до смерти стражниками, главная героиня Алиса Ландейл из его последних слов узнает, что он пытался расстроить планы кровавого тирана, железной рукой управляющего 3 планетами в Солнечной системе Алиго, вечно зеленой Палмой, пустынной Матавией и ледяным Дизолисом. Отправив в последний путь родственника, хотя ничто ей не мешало за пару монет воскресить его в церкви через дорогу, Алиса решает закончить его дело и начинает свое долгое и полное опасностей приключений. Это интересная часть сценария, и дальше игра возвращается в более классическое русло. То есть больше вы его не увидите вплоть до самого финального босса. И если не считать 1,5 изумительно редких кат-сцены. Что же касается Алисы и ее планов по свержению злодея, с этого самого момента она остается наедине с целыми 3 планетами и полным непониманием того, что же делать дальше. Поначалу будет, конечно, ощущаться некоторая линейность из-за наличия прямых указаний по типу «пойди туда и сделай это», а сюда мы тебя не пустим, пока ты не найдешь вот это. Нацеленная прежде всего на получение в партию 3 других героев. Но с определенного момента игра словно говорит «да дальше сам» и предлагает игроку думать о будущем уже самостоятельно. Ну что ж, будем думать. Но сначала пара слов о картинке. Для 1987 года игра выглядит несколько противоречиво. С одной стороны, графика при перемещении по карте мира и городам особо красотами не блещет. С другой стороны, когда игра переключается в режим от первого лица, взору игрока предстают очень любовно нарисованные пейзажи, детальные спрайты персонажей и монстров, причем последние радуют еще и неплохой анимацией во время атак. Особенно отличаются местные подземелья, которые равномерно скроллятся не только при движении вперед, но даже при поворотах на месте, что на старом железе казалось просто немыслимым. А вот в реализации навигации по различным менюшкам уже чувствуется год выхода игры. Мало того, что меню совершенно не информативно, из-за чего даже обычную экипировку приходится надевать на всех подряд в надежде, что хоть на кого-то она все-таки наденется, так еще и текст еле в эти крохотные окошки влезает, из-за чего его ужали до предела. Приходится запоминать, что делает тот или иной предмет и на кого экипируется то или иное снаряжение, поскольку игра вам нисколько не будет содействовать. Зато как же круто авторы создали ощущение полной вседозволенности.
Это как если бы в какой-нибудь Final Fantasy 9 после череды начальных событий вам выдали корабль и отправили на все 4 стороны, нисколько не сковывая в посещении любых мест. Вот нечто подобное и произошло в Phantasy Star. Собрав команду в лице силача Тайона, пушистого талисмана по имени Мяу и крутого мага Лутца, Алиса выполняет последний рельсовый квест и получает за него собственный космический корабль, позволяющий совершать перелеты на любую из 3 планет. Но не обошлось без небольшого подвоха, который заключается в том, что на посудине нельзя просто так летать над поверхностью планеты и свободно приземляться в любой точке земного шара. Сажают свою посудину герои в сельской местности, подальше от глаз прислужников злого императора. В общем, перемещаться героям придется все равно на своих двоих. И тут начинаются первые серьезные проблемы с ориентацией в пространстве. Если меня сейчас спросить, как ты проходил Phantasy Star, то я отвечу, что ничего не понимал, шел наугад и при этом как-то умудрялся прогрессировать. Самое главное, что надо делать в игре, это общаться с жителями других городов. И с монстрами тоже. Но к этому мы позже вернемся. Только от неписи вы сможете получить представление о том, что делать дальше, узнать о существовании определенных предметов, их возможном применении и примерном нахождении. Это приводит к необходимости постоянно возвращаться на уже посещенные локации и изучать их по второму кругу с учетом полученной ранее информации. Ситуация усугубляется еще тем, что названия городов, башен и прочих достопримечательностей планет Солнечной системы Альго самой игрой сообщается очень неохотно и только из уст мимо проходящих жителей, из-за чего порой очень трудно бывает понять, куда именно вас посылают гражданские, упоминая о каком-либо городе, либо очень важном артефакте в таком-то подземелье. Если же просуммировать всю получаемую от неиграбельных персонажей информацию, то можно составить такой план прохождения игры. Во-первых, найти экипировку, сделанную из лаконии. Лакониевый меч, лакониевый щит, лакониевые доспехи и лакониевый топор. Без нее устраивать рейд на финального босса можно даже не пытаться. Во-вторых, раздобыть все возможные средства передвижения. Космический корабль, вездеход, ледобур и судно на воздушной подушке. Корабль пропустить невозможно, а вот все остальное придется покупать в магазинах за огромные деньги. В-третьих, найти щит Персея и с его помощью убить Медузу, одного из немногочисленных боссов в игре. В-четвертых, найти предмет, позволяющий обнаружить место, где засел финальный босс игры, так как оно изначально невидимо. В-пятых, найти предмет, позволяющий добраться до места, где засел финальный босс игры после его обнаружения. В-шестых, не сдохнуть нафиг. И с последним, наверное, сложнее всего, потому как безнаказанно перемещаться по карте мира Phantasy Star все равно не позволит, так что будьте готовы к непрекращающемуся потоку случайных сражений. Поскольку игрушка появилась задолго до изобретения слова «баланс», интенсивность материализующихся из воздуха монстров лишена какой-либо логики и полностью непредсказуема. Ваша новоявленная команда спасителей мира порой может спокойно истоптать всю поверхность планеты, а может подвергаться нападениям каждый шаг. Сама же боевая система очень проста и бесхитростна, из-за чего подавляющее большинство сражений ограничено только 2 пунктами меню: дать по морде и убежать. Ну, можно, конечно, попытаться еще и магией кого-нибудь удивить, особенно ближе ко второй половине игры, когда все чародеи в коллективе освоят свои наиболее эффективные техники. Только в этом случае очень быстро придет осознание того факта, что тратить ценную ману на рядовых противников не только бессмысленно, но и очень опасно. Мало того, что всяких эфиров и прочих восстановителей маны игрой не предусмотрено, из-за чего приходится возвращаться на заправку в ближайший город, так еще и очков маны даже у профильных магов не сказать, чтобы много, и тратить их на что-то кроме лечения и разминирования сундуков с сокровищами просто непрактично. Другая причина неэффективности магии в бою – практически полное отсутствие атакующих заклинаний в игре. Фактически их всего 3. Фаерболы, слабые, но дешевые, ветер, средние по всем параметрам,
и молнии, наносящие огромный урон по всем врагам за соответствующую цену. Прочее многообразие чар вертится преимущественно вокруг усиления героев и ослабления противников и используется не особо часто. Четвертый вариант развития событий, использующийся на практике еще реже, чем магия, но определенно добавляющий игре несколько очков уникальности. Это попытаться поговорить с противником. Учитывая, что межпланетные перелеты в мире Phantasy Star — это норма, можно нарваться не только на кровожадного монстра, но и на местных аборигенов, воевать с которыми не то чтобы обязательно. Если же с ними поговорить, то они, подсказав что-нибудь по дальнейшему прохождению, ну или просто налив воды, уйдут восвояси, на чем сражение закончится. К сожалению, разговорчивыми являются только коренные жители планеты Матавия, а вот со всеми остальными разумными врагами придется общаться с помощью магии телепатия, что и делает пункт «говорить» таким бесполезным. Но вернемся к сражениям. Предположим, что вы все-таки собрали всю храбрость в кулак и выбрали опцию «дать по морде». Так вот, особенностью игры является то, что на вашу команду монстры разных типов не могут напасть в принципе, а вот одного типа еще как могут. И это к тому, что вы не можете выбрать, какого именно недруга из группы атаковать. Персонаж выбирает его случайным образом. А еще порядок ходов героев и монстров всегда случайный. А еще атакующая магия, за исключением молний, бьет по случайным врагам. И вообще все очень случайно. Не раз и не два вы станете свидетелем того, что герои за первый ход доводили одного супостата до предсмертной агонии и после весь последующий бой наотрез отказывались его добивать. В результате он помирал самым последним. И все это время он спокойно кусал вас за пятку. Я словно в Люфе in the Fortress of Doom вернулся, где также нельзя было выбирать цель из врагов одного типа. Кто вообще подумал, что это хорошая идея? Масло в огонь подливают еще и сундуки с сокровищами. И на этом моменте Phantasy Star уже начинает бить по лицу. Потому как в любом ящике может быть скрыта ловушка, способная ополовинить здоровье либо одному персонажу в команде, либо всей партии разом. Не открывать сундуки тоже нельзя, ибо без денег игру не пройти. На выручку приходит Мяу, владеющий магией разминирования, но его маны не хватит на каждый ящик. Потому ничего не остается, кроме как открывать сундуки на свой страх и риск и молиться, что ничего страшного не произойдет. Но это ведь еще и не самое страшное. Подземелье. Главный ночной кошмар всякого, кто рискнул бросить вызов этой игре. Если раньше Phantasy Star просто била по лицу нелинейным прохождением, острой нехваткой денег и заминированными сундуками, то теперь она валит игроков на пол и начинает пинать их ногами. Ой, сами посудите. Лабиринты от первого лица, тонны случайных сражений, отсутствие карты и необходимость ориентироваться в пространстве по компасу, который надо еще постоянно вытаскивать из неудобного инвентаря, невидимые двери и ловушки, сбрасывающие на этаж ниже. Даже не пытайтесь лезть в подземелье без телепорта, заблаговременно купленного в одном из магазинов. Очень велика вероятность потеряться в них настолько сильно, что единственным способом снова увидеть свет Божий станет загрузка старого сохранения. Несмотря на то, что в подземельях начисто отсутствуют открытые локации, из-за чего все блуждания сводятся к одному очень длинному и замороченному кишечнику, потеряться в них проще простого. А если уж путь начнет ветвиться... Но что меня удивило больше всего, так это просто катастрофическая непоследовательность возрастания сложности лабиринтов, в которые погружаются герои по мере продвижения по игре. Например, одно из самых сложных, запутанных и агрессивных подземелий во всей игре находится в паре шагов от стартового города, а после него следует парочка абсолютно линейных лабиринтов, в которых невозможно заблудиться даже при всем желании. Каждый новый обнаруженный спуск под землю становится настоящим сюрпризом, либо пролетающим незаметно за пару минут, либо приводящим к многочасовым блужданиям и вынуждающим схватиться за карандаш и бумагу. И за голову. А вот про музыку немногое получится сказать. Не потому, что она плохая, а потому, что чрезвычайно ограниченный аудиочип консоли, в сравнении с которым даже NES похоже на небольшой оркестр, банально не в состоянии выдавить из себя что-то поистине впечатляющее. В определенной степени SN76489 является одним из главных виновников того, что игры на консоли так быстро состарились.
Разумеется, и на нем попадались настоящие шедевры, но общая картина саундтреков из игр на Master System выглядит весьма плачевно. Что же касается именно Phantasy Star, то композитор Такухико Увабо подошел к делу с умом и не стал испытывать уши игроков на прочность и выдумывать что-то излишне прогрессивное, ограничившись лишь несколькими в меру мелодичными и очень просто аранжированными композициями. Мелодий в игре не так чтобы и много, пара тем городов, по композиции на каждую планету, пара тем подземелий, по одному треку на битвы с рядовыми противниками и финальным боссом, и все это скреплено парочкой композиций, играющих в редких кат-сценах. Что можно еще жевать? Ну, наверное, более приятный звук, а не 3 квадратных волны, бьющих в уши. Мечты о лучшем звуке стали реальностью после релиза аддона для Master System, заменяющего чип от Texas Instruments на FM-синтез от Yamaha. В Sega поступили радикально, и вместо того, чтобы добавить имеющемуся инструментарию дополнительные мощности, ну не знаю, на картридж что-нибудь допаять, они просто сделали инструментарий новый. Разумеется, если игра специально не затачивалась под FM-модуль, то она о его существовании даже подозревать не будет и продолжит использовать SN76489 для звукогенерации. Однако список релизов, совместимых с аддоном, оказался далеко не так мелок. Ну и раз уж я об этом заговорил, то понятно, какая игра оказалась совместима с FM-юнитом. Но тут все еще интереснее. Не знаю, что послужило тому причиной, но аддон поддерживается только японской версией игры, а во всех прочих релизах совместимость убрали. Всего 2 игры из списка совместимых были с таким неприятным региональным исключением, и Phantasy Star оказалась в их числе. Но фанаты этот нюанс учли, и японскую версию игры сначала перевели на английский, а после и на русский. Теперь игру можно проходить не просто на великом и могучем, но и под более приятную музыку. А благодаря улучшенному шрифту, ориентирование в меню уже не кажется таким уж клаустрофобным. Вот такими получились впечатления от самой первой части знаменитого сериала. Игра ощутимо постарела за прошедшие годы, но играть в нее оказалось на удивление увлекательно. Особенно это относится к попыткам совмещать между собой кусочки информации, получаемые от других персонажей. Игра, конечно, старается запутать, навести на ложный след и так далее, но в подлые ситуации она практически никогда не ставит, и до всех ее тайн вполне можно додуматься самостоятельно. Но лабиринты — это та еще боль в заднице. Ну а пока-пока!